Фармакологическое действие. Регулон – монофазный гормональный контрацептивный препарат для приема внутрь, содержащий комбинацию эстрогена и гистогена. Показания. Пероральная контрацепция. Противопоказания. Наличие тяжелых или множественных факторов риска венозного или артериального тромбоза. Наличие или указание в анамнезе на предвестники тромбоза. Мигрень с очаговой неврологической симптоматикой. Венозный или артериальный тромбоз. Тромбоэмболия. Наличие венозной тромбоэмболии. Сахарный диабет. Панкреатит, сопровождающийся выраженной гипертриглицеридемией. Дислепидемия. Тяжелые заболевания печени. Холестатическая желтуха. Гепатит. Желчнокаменная болезнь. Опухоли печени. Гормонозависимые, злокачественные новообразования половых органов и молочных желез. Вагинальные кровотечения, неясной этиологии. Курение в возрасте старше 35 лет, более 15 сигарет в день. Беременность или подозрение на нее. Период лактации. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Применение при беременности и кормлении грудью. Регулон противопоказан к применению при беременности. Прием регулона следует прекратить за 3 месяца до срока планируемой беременности. В случае наступления беременности препарат следует отменить. Эпидемиологические исследования доказали, что среди детей, рожденных женщинами, которые до беременности принимали гормональные противозачаточные средства, частота возникновения пороков развития не возрастает. В случаях приема препарата на ранних сроках беременности тератогенного действия не выявлено. Применение регулона противопоказано в период лактации, грудного вскармливания, так как он снижает секрецию грудного молока, изменяет его состав. Кроме того, активные вещества в небольших количествах выделяются с грудным молоком. Особые указания. Перед началом применения препарата необходимо провести общемедицинское и гинекологическое обследование, в том числе обследование молочных желез, органов малого таза, цитологический анализ цервикального мазка. Подобное обследование в период приема препарата проводят регулярно, каждые 6 месяцев. Эффективность препарата регулон снижается в случае пропуска таблеток, при рвоте и диарее, а также при одновременном приеме с другими лекарственными средствами. Эффективность регулона может снижаться, если через несколько месяцев его применения появляется межменструальное кровотечение. Если при этом в период перерыва не появляется менструально-подобного кровотечения, прием таблеток можно продолжить только после исключения беременности. Способ применения и доза. Препарат назначают по одной таблетке в сутки. По возможности в одно и то же время, начиная с первого дня менструального цикла, в течение 21 дня. Затем следует 7-дневный перерыв, во время которого происходит межменструально-подобное кровотечение. Затем возобновляется прием таблеток из следующей упаковки, даже если кровотечение еще не прекратилось. При соблюдении правил приема контрацептивное действие сохраняется и на время 7-дневного перерыва. Если прием первой таблетки происходит в первый день менструального цикла, то дополнительные методы контрацепции не требуются. Прием таблеток можно начинать и со 2-5 дня менструации, но в этом случае в первом цикле надо применять дополнительные методы контрацепции в первые 7 суток приема таблеток. Если прошло более 5 дней после начала менструации, следует отложить начало приема препарата до следующей менструации. После родов некормящим женщинам препарат можно назначить через 21 день. В этом случае нет необходимости в применении других методов контрацепции. Если препарат назначается позже, чем через 21 день после родов, тогда в первые 7 суток приема необходимо использовать дополнительные методы контрацепции. Если в послеродовом периоде половой контакт предшествовал пероральной контрацепции, тогда с приемом таблеток необходимо подождать до появления первой менструации. У женщин, продолжающих грудное вскармливание, не рекомендуется применение комбинированных пероральных противозачаточных средств, так как прием препарата может уменьшить выделение молока.
После аборта прием препарата рекомендуется назначать сразу, после операции, и в этом случае нет необходимости в применении дополнительных методов контрацепции. При переходе к регулону, после приема другого эстроген-гистогенного гормонального контрацептива, первую таблетку регулона следует принимать на следующий день, после завершения курса предыдущего препарата. В применении дополнительных методов контрацепции необходимости нет. При переходе к регулону, после приема другого гормонального контрацептива, содержащего только гистоген, первую таблетку регулона надо принять в первый день менструального цикла. Нет необходимости в применении дополнительных методов контрацепции. Если при приеме предыдущего препарата не возникает менструация, начинать прием регулона можно в любой день цикла. Но в этом случае в первые 7 суток приема необходимо применять дополнительные методы контрацепции. В качестве дополнительных методов контрацепции рекомендуется использование шеечного колпачка со спермицидным гелем, презерватива, либо воздержание от половых контактов. Применение календарного метода в качестве дополнительного метода контрацепции не рекомендуется. При необходимости отсрочки менструации прием таблеток следует продолжать без 7-дневного перерыва. В этом случае могут появляться межменструальные кровотечения, но это не уменьшает противозачаточного действия препарата. Регулярный прием регулона можно восстановить после обычного 7-дневного перерыва. В случае пропуска приема препарата, если опоздание в приеме таблетки составило не более 12 часов, то нужно принять пропущенную таблетку и далее продолжить прием в обычное время. Если опоздание в приеме таблетки составило более 12 часов, это считается пропуском таблетки. Надежность контрацепции в этом цикле не гарантируется и рекомендуется применение дополнительных методов контрацепции. При пропуске одной таблетки на первой или второй неделе цикла необходимо принять 2 таблетки в следующий день и затем продолжить регулярный прием, используя дополнительные методы контрацепции до конца цикла. При пропуске одной таблетки на 3-й неделе цикла дополнительно к перечисленным мерам исключается 7-дневный перерыв. Если после приема препарата появляется рвота или диарея, всасывание препарата может быть неполным. Если симптомы прекратились в течение 12 часов, то надо принять еще одну таблетку дополнительно. После этого следует продолжить прием таблеток обычным образом. Если симптомы продолжаются более 12 часов, то необходимо использовать дополнительные методы контрацепции в последующие 7 суток. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить при температуре от 15 до 30 градусов. Годен 3 года.